Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Польша начнет выдачу талонов на отопление. Тепло подорожало на 75% за 5 лет. Польша отказалась от энергии из России, но почему-то за это приходится платить простым полякам, которым теперь выдают талоны на отопление. Александр, что происходит в Польше с ценами на отопление, на энергоносители и все прочее? Давайте начнем вот с чего. Первое. Электричество в Польше в среднем в 4 раза дороже, чем в Российской Федерации. Если мы берем и население, если мы берем промышленность, бизнес, в 4 примерно раза дороже. Это важное обстоятельство, которое нужно держать в уме, когда мы, в принципе, сравниваем уровень доходов, когда мы, в принципе, сравниваем меры государственной поддержки. То есть одно дело, когда вы просто говорите, что, скажем, потребителю в Польше с низким уровнем дохода государство дает примерно там 70 евро на компенсацию вот этих, на компенсацию платы за отопление или на компенсацию платы за электрическую энергию. Другое дело, если вы подключаете к этому показателю покупательную способность, которая зависит от вашей зарплаты и от цены на товары и услуги в вашем регионе. Номинально ваша зарплата может быть в 2 раза больше, но покупательная способность у вас может быть такой же или ниже, потому что цена различного рода товаров и услуг может быть выше. Вот, например, электрическая энергия, это не касается всего на свете, только электрической энергии. Электрическая энергия примерно в 4 раза дороже, чем в Российской Федерации, в Польше. Вторая важная оговорка. Мне лично не понравилось, что сравнение идет с 2020 годом, потому что 2020 год это довольно низкая база. Да, понятно. У цены энергоносителей есть определенная инерция. То есть у вас энергоноситель может подешеветь, подорожать, но в таких вещах, как тарифы на электрическую энергию, это подорожание или удешевление может вообще не отразиться. А если средние показатели все-таки изменяются довольно резко, то тарифы изменятся не сразу. Ну, допустим, у вас в 2019 году начал дешеветь газ. Значит, где-то в 2020, в 2021 году у вас это удешевление, если у вас в принципе такой принцип ценообразования работает, отразится в тарифах. То есть не происходит мгновенного пересмотра тарифов. Однако 2020 год в любом случае это год, демонстрирующий довольно низкую базу. В этом плане, кстати, может быть, даже 2019 год был более показательным. А еще лучше было бы сравнивать текущее положение вещей с тем, которое наблюдалось, скажем, в середине 2010-х годов. Почему? Было бы интересно. И вот тут мы переходим к вопросу, откуда идут энергоносители, как Европейский Союз в целом и Польша в частности справляется без Российской Федерации. Ну, как-то справляется, давайте забежим вперед, скажем, но справляется не очень уверенно. Итак, в 2010-х годах, в середине 2010-х годов, Польша очень жаловалась на российский газ. Казалось бы, погодите, десятые годы, почему она жалуется? Она жаловалась на российский газ, потому что он обходился Польше, точнее, компании «Погник», которая тогда покупала этот самый газ, а теперь она принадлежит компании «Орлен». Она покупала его чуть дороже в среднем, то есть за 1000 кубических метров, чем аналогичный газ покупали немецкие компании. Там порядка 5 компаний имели контракты с «Газпромом», и вот «Газпром» им продавал дешевле. Почему продавал дешевле? Потому что, во-первых, больше, во-вторых, потому что это компании, которые помогали выйти на конечного потребителя на своих рынках. Ну, например, открывали заправки вместе с «Газпромом». Допускали до других видов конечного потребителя, например, допускали до подземных хранилищ газа, как «Газпром», как совладельца. И «Газпром» зарабатывал на хранении газа. То есть, продав дешевле, вы все равно получали прибыли больше, потому что у вас были диверсифицированы источники дохода вот на этом рынке. В Польше нет, не так. В Польше единственное, что хоть как-то можно было бы подвести под совместный бизнес, был польский участок газопровода Ямал-Европа, но, будем честны, это как совместный бизнес, который на что-то должен был влиять, приводить в качестве примера было бы смешно. Поэтому мы и не будем.
Кроме того, немецкие компании давали доступ к добычным мощностям на своей территории, ну или на территории, на которой они имели какие-то проекты. То есть они охотно создавали совместные предприятия, делились технологиями и давали доступ до конечного потребителя. Поэтому они получали более выгодные условия по одному из видов бизнеса, который, собственно, вели с «Газпромом», а именно по покупки газа. Так вот, почему середины десятых годов, если там все было так неблагополучно, кричали о том, что российский газ дорогой, что немцам он обходится дешевле, что надо с этим что-то сделать, а потому что в середине десятых годов, как я, собственно, уже сказал, еще действовала нефтяная привязка. И можно сравнить, как изменялись цены на энергоносители в середине десятых годов с учетом нефтяной привязки, с учетом высоких цен на нефть, с учетом высоких цен на нефтепродукты, которые влияли на эту самую цену с нефтяной привязкой, на цену газа с нефтяной привязкой, и сравнить ту ситуацию с тем, что наблюдается сегодня. И мы неожиданно обнаружим, кстати, обратившись к беспристрастному Евростату, что цены выросли. Да, был период, когда они снижались. Это как раз вторая половина десятых годов, и дно было достигнуто, если брать цену электрической энергии, которая является производной, в том числе от газа. Это не совсем справедливо конкретно для польского рынка, но тем не менее, если брать Польшу как частный случай Европейского Союза, то цена электрической энергии – это в том числе производная от цены газа. Если мы, опять же, выводим за скобки вопрос о биржевых котировках на электрическую энергию, которые тоже связаны с ценой на энергоносители, пусть не напрямую, но косвенно связаны. Поэтому это я сейчас вот проговариваю для той части нашей аудитории, которая погружена достаточно в тему, достаточно погружена в тему, чтобы задать вопрос, а чего это я вот говорю сначала про электричество, потом начинаю говорить про газ, для чего я говорю про ценообразование и вообще, какая взаимосвязь между ценой газа и ценой электрической энергии, если в Европе цена электрической энергии во многом определяется биржевыми котировками этой самой электрической энергии. Вот для этой части аудитории я проговариваю, что прямого влияния, разумеется, нету, но косвенное влияние наблюдается, притом это косвенное влияние настолько значимое, что не может быть такого, что газ вдруг дорожает, а электрическая энергия дешевеет. Не может такого быть. И, собственно, это правило и ударило по европейскому рынку вообще, и по Польше в частности, вот в 2021 году, в середине 2021 года, и дальше неблагополучные явления наблюдались вплоть до настоящего момента. С чем он связан, этот рост? Он связан с тем, что Польша, во-первых, как и весь Европейский Союз, заставила «Газпром» отказаться от нефтяной привязки и перейти на биржевое ценообразование. Еще раз, как это связано с электрической энергией? А так, что в середине 2021 года газ в мире, не только в Польше, не только на глобусе Польши, но вообще на нашем обычном глобусе, начал дорожать. Притом дорожать начал не весь газ, а газ с биржевой привязкой. Биржевые котировки стали расти. Стали расти угольные котировки. Уголь тоже подорожал в несколько раз. И так как европейский рынок был максимально биржевизированным, позвольте я использую такой термин, то там стала дорожать и электрическая энергия тоже. Потому что, во-первых, весь газ завязан на биржу к этому моменту, уголь, ну, тоже биржа, третье, электрическая энергия, тоже биржа. Дорожают энергоносители, энергоносители значимые, энергоносители, ну, занимающие более чем существенную долю от общего объема производства электрической энергии, дорожает электрическая энергия. Да, увеличиваются биржевые котировки. И да, далеко не все потребители Европейского Союза напрямую связаны с этими биржевыми котировками. Мы пришли к вопросу об энергетической бедности, откуда она взялась. Она взялась из того, что часть населения по разным оценкам до 10% в отдельных странах. Есть, кстати, более высокие оценки для еще более отдельных стран. Ну, знаете так, 10% сталкивались с проблемой, которую можно было обозначить как энергетическую бедность. Что это за зверь? Если предельно кратко объяснить, это ситуация, при которой вы, как потребитель энергоносителей, должны вы делать выбор из трех составляющих: продукты питания, лекарства, ну и медпомощь,
и энергоносители. Вы должны делать выбор в пользу чего-то, каких-то двух или одного. Вот из этой триады. Хотите лечиться и есть, ну, значит, экономьте на обогреве помещения, а значит, вам надо будет больше лечиться, потому что, знаете, переохлаждение организма, укреплению иммунитета способствует крайне ограниченно, и особенно не будет способствовать, если вы пожилой человек. Кстати, да, среди пожилых людей энергетическая бедность встречается более широко. Далее. Вот явление энергетической бедности мы обозначили. Оно куда-то исчезло за прошедшее время? Нет, оно расширилось. А заговорили о нем после крупнейшего, ну на тот момент, финансового кризиса, с которым столкнулась вся мировая экономика. Это кризис конца нулевых годов. И из этого кризиса Европейский Союз вообще, Польша в частности, выкарабкиваются до сих пор, потому что масса последствий этого кризиса до сих пор не преодолены. И ряд таких региональных моментов, например, снижение конкурентоспособности европейской промышленности, как следствие снижение инвестиционной активности в промышленном сегменте, как следствие снижение индекса промышленного производства, который накладывается на мировой энергетический кризис, с которым столкнулся регион в период с лета 2021 года по настоящий момент. Вот это все является составными частями одного большого кризиса, из которого до сих пор пытается выкарабкаться Европейский Союз. Ну, не только он. Кстати, об энергетической бедности пишут и в Соединенных Штатах Америки. Попытки справиться с энергетической бедностью, точнее косвенной попыткой справиться с энергетической бедностью, была вот эта самая биржевизация энергетических рынков. Ведь суть ее, суть вот этой реформы, когда мы отказываемся от ценообразования на газ, привязанного к корзине нефти и нефтепродуктов, мы отказываемся в пользу биржевого ценообразования. Одной из причин такой тяги к вот этому биржевому ценообразованию была мысль о том, что Европейский Союз очень привлекательный рынок сбыта для энергоносителей вообще, для газа в частности. И переведя всех поставщиков на биржу, вы добьетесь того, что цена будет снижаться, цена будет падать. Именно поэтому говорилось о том, что посмотрите, российский газ, он дорогой, он с нефтяной привязкой, это сразу плохо, это, как они говорили, не рыночно, надо отказываться. И, кстати, надо диверсифицировать источники поставок газа. Кстати, Польша диверсифицировала. Она теперь получает газ не из России, во-первых, это самое важное. Второе, она получает газ в виде СПГ. Кстати, в виде СПГ она его получает с середины десятых годов, к которым я опять же предлагал привязать нашу самую статистику, наше сравнение. Далее, она получает через Германию, не из Германии, а через Германию, по системе Ямал-Европа, работающей в реверсном режиме. И третье, она получает газ из Baltic Pipe. Это газопровод, запущенный в сентябре, ну, в конце сентября, в начале октября 2022 года. Правда, газ, который идет по этому газопроводу, идет из Норвегии. И, по сути, это газ, который и так был на европейском рынке. Но это не мешало говорить о том, что вот, посмотрите, вот это настоящая диверсификация. Ведь чем больше труб, тем больше диверсификация. Не больше поставщиков, а больше труб. Это, кстати, правило не работает, если поставщик Россия. И тут мы приходим в завершение к следующей мысли. Что, во-первых, точнее к двум мыслям. Во-первых, неправильно сравнивать с периодом, когда наблюдался один из самых низких уровней цен на энергоносители. Справедливо рассматривать на более широком диапазоне, в более широком диапазоне хотя бы лет 10. Вот с середины десятых годов, тем более середины десятых годов, это переломный момент для Польши. Это первое все. Второе, что мы должны здесь отметить, что устойчивость Польши как потребителя энергоносителей, как экономики, крайне низкая. Крайне низкая, и она отчасти отражает общую стабильность в Европейском Союзе. Потому как те проблемы, с которыми сталкивается Польша как государство, это отражение тех проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз как надгосударственное образование. И проблема энергетической бедности – это одна из важнейших, хотя и не так часто, как следовало бы, проговариваемых проблем.
Ну, так что, дорогие друзья, на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.